Я пришел в себя, ощущая, как тугие канаты режут кожу на руках и груди. Веревки были так сильно натянуты, что любое движение отзывалось болью. Сухая кора дерева впивалась в спину, дыхание давалось с трудом. Голова гудела, губы разбиты. Все вокруг плыло перед глазами, и я смутно помнил, как это произошло. Браконьеры. Мы шли по их следу несколько недель, и они, наконец, нашли меня раньше, чем я успел выйти на связь. Они избили и бросили умирать, привязав к дереву, словно зверя. Воздух был тяжелый и влажный, лес будто замер. И вдруг в этой тишине раздалось низкое рычание. Оно приближалось. Я поднял голову и увидел его. В нескольких метрах стоял огромный бурый медведь. Его глаза, янтарные и немигающие, уставились прямо на меня. Дыхание перехватило. Медведь сделал несколько шагов, остановился и поднялся на задние лапы, возвышаясь надо мной. Он был огромен, словно стена из шерсти и мышц. В следующее мгновение лапа взметнулась вверх. Я зажмурился, ожидая удара, но вместо боли услышал громкий хруст рядом с ухом. Веревка натянулась и ослабла. Я открыл глаза. Когти зверя вонзились не в меня, а в канат. Медведь снова ударил точно по узлам. Веревки начали лопаться. Я не мог поверить. Хищник пытался меня освободить. Он подошел ближе, опустился на 4 лапы и ткнулся носом в мое плечо. Теплое дыхание обожгло кожу. Зверь потянул зубами веревку, рыча и дергая ее. Канат скрипел, но не поддавался. Медведь ударил лапой по стволу. От дерева посыпалась кора. Он снова попробовал когтями, аккуратно, почти осторожно, будто боялся поранить меня. Тогда я заметил шрам на его боку, длинный, неровный след, заросший шерстью. И тут меня пронзило воспоминание. Несколько лет назад я нашел в лесу крошечного медвежонка рядом с телом убитой матери. Рана у малыша была страшная, пуля задела бок. Я тогда вытащил его, перевязал, выхаживал целые недели, кормил молоком из бутылки. Когда он окреп, отпустил обратно в лес. С тех пор больше не видел. Сердце сжалось. «Это ты?» — выдохнул я одними губами. Медведь остановился, поднял голову и посмотрел прямо в глаза. Его взгляд был осмысленным, узнающим. Он тихо фыркнул и снова вернулся к веревке. В этот момент где-то далеко раздался вой. Зверь напрягся, повернул голову. Второй вой, ближе. Лес ожил. Волки. Их голоса приближались. Медведь насторожился, но не убежал. Он снова вцепился зубами в веревку и рванул. Одна петля лопнула. Я почувствовал, как тело чуть отпустило. Между деревьями мелькнули тени. Первый серый силуэт показался из кустов. Волк. За ним второй, третий, и вскоре их было не меньше 6. Они медленно сжимали кольцо, желтые глаза светились. Я застыл. Медведь развернулся ко мне спиной, прикрывая собой. Его шерсть стояла дыбом, уши прижаты. Глухой рев пронесся по поляне. Волки затаились, но не отступили. Главарь, крупный, со шрамом через морду, сделал шаг вперед и зарычал в ответ. Стая начала обходить нас с 2 сторон. Медведь не стал ждать. Он поднялся на задние лапы, ревя с такой силой, что земля задрожала. Волки рассыпались, 2 метнулись вправо, 3 влево, 1 остался напротив. Их тактика была понятна. Измотать, отвлечь. Медведь атаковал первым, стремительным движением ударив лапой. Один волк едва успел увернуться. Второй попытался вцепиться ему в ногу, но зверь крутанулся и отбросил его мощным толчком. Остальные заходили сбоку. Я видел, как 2 волка подкрадываются ко мне, пользуясь суматохой. Сердце застучало. Я дергал руками, пытаясь разорвать оставшиеся веревки. Канат ослаб, но не рвался. Медведь заметил опасность. Развернувшись, он бросился к дереву, громко рыча. Волки отпрыгнули. Вожак воспользовался моментом и метнулся сзади, вцепившись клыками в бедро. Медведь взревел так, что у меня заложило уши, и резким движением стряхнул противника, отбросив в сторону.
Вожак вскочил, но теперь хромал. Стая заколебалась. Еще несколько секунд напряжения, и один из волков, поймав удар лапой, отлетел, жалобно вскрикнув. Его тело рухнуло в траву. Остальные мгновенно замедлили шаг, глядя на вожака. Тот понял, что бой проигран, один короткий тявк, и волки начали пятиться, медленно, не отворачиваясь. Их силуэты растворялись в зарослях, пока лес вновь не поглотил их. Медведь стоял неподвижно, тяжело дыша, кровь стекала по его ноге. Он не издал ни звука. Только спустя минуту повернулся ко мне. В его глазах не было ярости, только спокойствие и усталость. Он приблизился, осторожно потянул зубами последнюю веревку. Та натянулась и лопнула. Я упал на колени, вдыхая воздух полной грудью. Свобода. Зверь обнюхал меня, убедился, что я жив, и сел рядом. Из его раны сочилась кровь. Я с трудом поднялся, добрался до брошенного рюкзака, нашел аптечку. Медведь следил за каждым движением, но не отходил. Я промыл рану, обработал, наложил бинт. Зверь тихо урчал, будто понимая, что я делаю. Когда закончил, он опустил голову, устало вздохнул. Мы сидели рядом, слушая, как ветер шевелит ветви. Никто не говорил. И не нужно было. Все уже было сказано. Через несколько минут медведь поднялся. Его огромная тень легла на траву. Он посмотрел на меня в последний раз. В этом взгляде было все — память, доверие, благодарность. Я протянул руку и коснулся его морды, чувствуя тепло и силу. «Спасибо», — прошептал я. Медведь тихо выдохнул, повернулся и шагнул в чащу. Его массивная фигура растворилась между стволами, оставив лишь следы на земле и порванные веревки у подножия дерева. Я долго сидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам леса. Там, где только что шла схватка, царила удивительная тишина. Я понял, то, что произошло, нельзя было назвать случайностью. Это было напоминание. Добро не исчезает, даже если проходит много лет. Оно возвращается, иногда в самой неожиданной форме. Тот медвежонок, когда-то спасенный от смерти, вернулся, чтобы спасти меня. И, уходя в лес, он оставил за собой не просто следы лап. Он оставил доказательство, что между человеком и зверем может быть связь сильнее страха и боли.